Здравствуйте, дорогие друзья! Я рада вас приветствовать на моем канале. Сегодня в данном видео я готовлю знаменитое польское печенье мазурка. Рецепт знакомый с детства, очень легкое на вкус, бюджетное посредством получается печенье со вкусом классического бисквита и с различными наполнителями. Это печенье готовится очень просто и быстро, без раскатывания, без формочек, без вырубок. Приготовить даже новичок, который вообще никогда ничего не выпекал. Для этого печенья используется, как правило, грецкий орех. 150 грамм грецкого ореха я поджариваю на сковороде. Когда орехи обжарились, на умеренном огне это, конечно же, нужно делать, я их перекладываю на доску и измельчаю ножом. То есть орехи не должны здесь быть перемолоты в крошку или в пыль. Вот это важно, то есть кусочки орехов должны чувствоваться. Конечно, вы можете взять ваш любимый орех какой-то, или миндаль, или фундук, но вообще в классическом рецепте, конечно же, идет грецкий орех. Орехи отставляю пока что в сторону и начинаю взбивать уже яичную массу. 3 яйца среднего размера, маленькая щепотка соли, 8 грамм ванильного сахара. Взбиваю все это до состояния пены. Миксер у меня здесь маломощный, 240 Вт. То есть справится любой самый обычный миксер. Добавляю туда сейчас 180 грамм сахара порциями. И взбиваю всю яичную массу примерно 3-4 минуты до побеления и пышности. Когда яичная масса взбилась, просеиваю туда сейчас 180 грамм муки и 1 чайную ложку без горки разрыхлителя. Все это можно перемешивать лопаткой, но разрыхлитель здесь все равно будет действовать, и я перемешиваю просто на малых оборотах миксера. Вы же можете, если вы новичок, вы можете просто перемешивать это лопаткой. Ничего не взбиваем, просто перемешала. То есть долго ничего взбивать не нужно. Добавляю туда 150 грамм обжаренных грецких орехов. Перемешиваю. И также добавляю туда, по обыкновению туда добавлялся 1 изюм. Я же добавляю 50 грамм изюма, 50 грамм вяленой клюквы и 50 грамм лимонных цукатов. Все это перемешиваю. Вы можете добавлять только изюм, вы можете вообще добавлять курагу, если вам все это не нравится, или вообще ваши какие-то цукаты любимые. Все на ваше усмотрение. Форма у меня здесь для выпечки 34 на 24 сантиметра. Беру буквально несколько грамм растительного масла без запаха, смазываю форму. Выкладываю туда все тесто. Духовка у меня уже разогрета на 180 градусов Цельсия. Выпекать я буду на режиме вверх-вниз без конвекции на среднем уровне примерно 20 минут. То есть выпекается этот корж очень просто и быстро. Духовку во время выпечки, конечно же, не открываем. Корж испекся. Даю ему остыть в форме. Он у меня еще в принципе теплый, я его извлекаю уже из формы. Вы можете также на обычном противне, на большом это выпекать. Это все как вам нравится, тогда корж будет более низеньким. И на большом противне печется он, конечно же, меньше по времени, минут 15-18 тогда. Освобождает бумаги для выпечки. То есть, видите, корж получается идеальным. Несмотря на то, что даже это тесто мы перемешивали также миксером, а не лопаткой. Нарезаю еще в не до конца остывшем виде, просто вам показать, что даже в таком виде уже нарезается все прекрасно. Если вы полностью дадите коржу остыть, конечно же, у вас корж будет нарезаться превосходно. Нарезаю ромбиком, вы же можете просто на квадратики нарезать. Все как вам нравится. Печенье, тающее во рту, со вкусом классического бисквита. Готовится проще уже некуда. И в тесто, как вы видите, мы не добавляли никакого вообще масла. И я надеюсь, что видео было полезным и познавательным. Подписывайтесь на мой канал, ставьте лайки, пишите комментарии. Я всем желаю больших успехов и до встречи в новых видео.